Если вы до сих пор жарите курицу в масле, вы многое теряете. Сегодня я покажу, как превратить эту красавицу в сочную, хрустящую бомбу. Ваши гости ахнут, это я гарантирую. С такой курицей, приготовленной таким методом, вы навсегда забудете, что такое сухая курица. Вообще, откуда это пришло. Итак, поехали. Готовим нашу супер курицу по-быстрому, чтобы курица была сочная. Как никогда, а я вам это гарантирую, нам нужно ее забринировать. Это процесс, когда курица погружается в воду с солью и со специями. На 1 литр воды нам нужно взять 60 грамм соли. Если вы используете только грудку, уменьшите количество. Также положите любые специи, которые у вас есть дома. Это черный перец, у меня фенхель, кориандр, лавровый лист. С лаврушкой будьте поосторожнее. Мы нагреваем наш блин для того, чтобы соль у нас растворилась, а специи отдали свои вкусы. Если у вас есть стебельки от укропа, петрушки, смело бросайте все сюда. Лимонную цедру, апельсиновую цедру. В общем, те специи, которые вам больше всего нравятся. Как это работает? После того, как вы сделали блин, вскипятили воду со специями, с солью, ее нужно охладить. Потом в него мы помещаем нашу куру и кладем в холодильник на ночь. 12 часов минимум. Что происходит с курицей? Соль проникает внутрь курицы. Этот объем достаточный, чтобы промариновать нашу курицу, просолить ее всю. Но кроме этого он включает процесс осмоса. Осмос вытягивает влагу из курицы, а потом вместе с нашим блином заходит снова в нее. И таким образом влага остается внутри, что и позволяет обеспечить повышенную сочность курицы. Эту курицу я уже поместила в блин на ночь, и она очень сочная. Что я люблю еще в блине, так это то, что Диора, Лив, засранка, иди чешешься, на меня смотри, чешется. Эти животные. Что я люблю еще в блине, так это то, что ваша курица будет очень равномерно просолена. Когда мы ее солим сверху, на коже или внутри, это вовсе не обеспечивает проникновение соли в толстых местах, в ножках и в грудках. Хочу сказать, что после того, как она у вас полежала в блине всю ночь, ее нужно выложить на решеточку в холодильник без воды, высушенную, чтобы она еще немножечко просохла. У меня здесь мое волшебное масло. Сливочное масло, соединенное с мелко нарубленным чесноком. Мы обязательно это масло с вами приготовим в шортс. Помимо того, что масло дает дополнительную сочность, масло еще берет все эфирные масла из нашей зелени и переносит ее в курицу. Это старинная французская техника, которая предполагает использование слоя жира с травами под кожу. И когда ваша курочка будет запекаться, масло растает и пропитает грудку. Таким образом, это предотвратит высыхание грудки. Запускаем пальцы под кожу снизу. Вот со стороны, где у нас грудка. И очень такими плавными движениями из стороны в сторону мы отсоединяем шкурку от поверхности грудки. Напомню, что курица у нас уже просоленая, поэтому нам обеспокоиться о соли не нужно. И мы берем масло, вот так вот, и я его кладу прям щедрыми кусками сюда. Лучше, если она будет немножко холодная. Я утрамбовываю масло и потом разминаю, чтобы слой был равномерный. Этим маслом я смазываю курицу вот прям вот так, массирую. Сливочное масло позволит образоваться хрустящей тоненькой корочке. При этом курочка у нас будет хрустящая снаружи и очень сочная внутри. Ножки курицы ни в коем разе не нужно вот так вот сматывать бечевкой. При этом положении курица неравномерно пропекается здесь. Наоборот, нам надо ножки расправить и разложить, чтобы жар равномерно проникал по всей поверхности. Наша курочка готова. Теперь мы ее отправляем в духовку при температуре 140-150 градусов на 1,5 часа. И после этого мы будем ее выпекать при температуре 220 градусов еще 10 минут, чтобы добиться золотистой корочки. Итак, прошло 1,5 часа. Наша курочка почти готова.
Сейчас она остыла, и я ее ставлю на финальную стадию на 10 минут на 220 градусов. Наконец-то наша превосходная курица готова. Посмотрите, какая она красавица. Это невероятно тоненькая кожица, очень хрустящая. И у меня есть парочка приборов по случаю. Это невероятно. Мякоть тает во рту. Господи, боже мой, это должен попробовать каждый. С такой курицей, приготовленной таким методом, вы навсегда забудете, что такое сухая курица. Вообще, откуда это пришло. А с вами была Яра, куриный амбассадор. До новых встреч.